Всем привет, с вами канал Mobily XL, и сегодня я представляю вам обзор велосмазки для цепи Daytona. Она для сухой погоды. Сегодня мы постараемся узнать, какие преимущества дает эта смазка и защищает ли она от пыли. На самом деле упаковка у этой велосмазки бывает разные, но именно у меня попался такой экземпляр. Объем 100 мл. Я думаю, это в принципе нормальный объем. Здесь указана цена, но не обращайте внимания, на самом деле она стоит 380 рублей. Здесь ценник неправильный. Давайте немножко упаковку рассмотрим. И здесь указано то, что сама смазка состоит из состава PTFE, это фторопласт, и это и есть тефлон. То есть основа этой смазки это тефлон. Написано то, что продлевает срок службы цепи, и сам производитель Daytona рекомендует смазывать цепь не реже 100 км пробега. Также здесь примечание о том, что нельзя наносить на тормозные диски или колодки, иначе это ухудшит ваше торможение. Также указано то, что цепь нужно хорошо, капитально помыть, чтобы цепь хорошо легла на сухую цепь, так сказать. Извиняюсь за тавтологию. Также здесь указано то, что официальный поставщик сборной России по триатлону, но не знаю, насколько это правда. Так что давайте откроем. Возможно, это все-таки правда. Постараемся аккуратно открыть. Понимаем. И вот сама смазка. На ней указано то, что она препятствует налипанию пыли, о том, что она снижает трение, защищает и действует довольно долго. Она для сухой погоды. Вот здесь PTFE, тефлон, все дела. Здесь тоже указана некая информация. Вот. Также указано смотреть инструкцию о применении на повороте. Можно вот здесь отклеить. Давайте попробуем полностью отклеить. И здесь еще одно примечание о том, что нужно очистить хорошо цепь. Давай, фокусируйся, камера. О том, что нужно цепь очищать. И меры предосторожности здесь есть. О том, что не нужно попадать на кожу. При попадании в глаза промыть глаза водой. Также условия хранения. И все адреса. Срок хранения 5 лет. Но главное это хорошо очистить цепь. Вот это самое главное. Также здесь указано о том, что нужно избегать попадания этого материала на почву и водоемы, потому что это портит экологию, и на этом месте, в котором вы пролили эту смазку, могут там какие-то растения не вырасти, или можете вы загрязнить водоемы. Так что будьте в этом плане аккуратны, все-таки экологию нужно беречь. Сейчас я возьму небольшой листочек бумаги, вот он, и нашу велосмазку. Мы попытаемся узнать, какой она на цвет и запах. Откручиваем, и у нее вот такой наконечник, если можно так сказать, или дозатор, кому как угодно. Так он выглядит. И я пользовался ею один раз. И это, кстати говоря, реально удобная штука. То есть дозатор здесь удобный. Давайте попробуем немножко накапать на бумагу. Вот, столько, думаю, достаточно. И ее цвет, если честно, напоминает зеленые сопли. Когда сморкаетесь,
Она немножко желтоватого цвета. Вот эта смазка. Консистенция у нее такая масляная. Она не слишком жидкая и не густая в то же время. То есть у нее нормальная, адекватная консистенция. Пахнет она просто как обычно. То есть запах обычных смазочных материалов. Там можно... Не, на самом деле нельзя нюхать ее в больших количествах. Это же вам не клей. Но если вы поняли шутку, конечно. В общем, запах нормальный. Стерпеть этот запах можно. Сказать о том, что он неприятный, я не могу. Дальше я вам расскажу свой небольшой опыт использования этой велосмазки. На самом деле я проехал на этой велосмазке всего лишь 96 километров. И это чудовищно мало для велосмазки. Но у меня остались какие-то впечатления от этой смазки. Первое то, что нужно реально хорошо помыть цепь. Моя цепь сейчас, которую вы видите на экране своем, она немного грязная. Внутреннее и внешнее звено остаются грязными, но ролики на цепи, они остаются чистыми, и это видно на видео. Это можно увидеть на видео. Защищает ли она от пыли? Да, она защищает от пыли. Могу вам сказать о том, что это правда. Она неплохо защищает от пыли. Но ее нужно не забывать менять. За ней нужно следить за цепью. Нужно ее, я еще раз повторяю, нужно хорошо промывать ее. Нужно не просто тряпочкой притирать, а специальной машинкой для очистки цепи. Но она, кстати говоря, стоит примерно в пределах 300 рублей, но можно купить на Алиэкспрессе. А в розничных магазинах она там стоит чуть ли не 1000 рублей. Я думаю, выбор очевиден. Так что нужно хорошо очистить цепь, и будет вам счастье. Второе. По сути говоря, эта цепь имеет только одно основное преимущество. Она в какой-то степени защищает от пыли. Но моего опыта использования немного недостаточно. Нужно проехать больше, нужно проехать хотя бы 300 километров пробега, а не 96, как я. Но я все-таки рассказываю как есть. И рассказываю свои впечатления. И мне эта смазка нравится. Она стоит свои 380 рублей. Она отрабатывает эти деньги. Я бы сказал, она отрабатывает на 90%, это точно. Это лучше, чем всякие дешевые смазки в Декатлоне. Я покупал одну из них, кстати говоря, и она смазывала цепь, но она ее не защищала от пыли. Цепь остается грязная от смазки, которая куплена там в Декатлоне, которая стоит, как правило, где-то рублей 200. Лучше немного переплатить и купить все-таки нормальную смазку. Но я думаю, то, что можно найти, в отличие от Дайтона, можно найти более крутую смазку, я думаю. Потому что эта смазка для цепи не единственная, и она только для сухой погоды. Кстати говоря, можно найти такую же смазку только для влажной погоды. Как ни странно, она стоит немножко дешевле. Третий, заключительный раздел. В общем, я скажу то, что эта смазка справляется со своей обязанностью защищать цепь, и мне она нравится. Она все-таки оставляет в большей степени положительные эмоции, нежели чем отрицательные. Эту смазку можно покупать, если у вас не так уж и много денег. Но самые дешевые смазки я вам не рекомендую покупать, потому что это такое себе на самом деле. Так что с вами был канал Mobily XL. Всем счастья, всем пока, всем удачи и до свидания.